В прошлом уроке мы с вами разобрались, какие настройки швейной машины мы используем для аппликационного зигзага. В этом уроке мы с вами попробуем отработать аппликационный зигзаг на такой достаточно простой с геометрической точки зрения аппликации, но достаточно сложной по исполнению. У многих начинающих мастеров всегда возникают проблемы, когда у нас аппликация идет с вот такими вот остренькими хвостиками. Сделав такой образец, я вас уверяю, что проблемы с хвостиками, скорее всего, у вас уйдут в прошлое. Если на этом образце не уйдут в прошлое, то сделайте еще пару точно таких же. Для урока нам понадобится с вами бифлекс двух цветов. Желательно, чтобы эти цвета были такими, чтобы можно было сделать красивый цветовой переход из одного цвета в другой цвет. И один из этих бифлексов должен быть достаточно светлым, чтобы на нем иметь возможность в дальнейшем отработать роспись. Ну и, соответственно, я подобрала нитки под цвет этих двух бифлексов. Под уроком вы можете скачать шаблон для этой аппликации. И сейчас мы с вами сделаем на кальке шаблон для вырезания этой аппликации. Контрастным фломастером на кальку я перевожу деталь внутренней части аппликации. Теперь я буду переводить внешнюю деталь аппликации. Причем деталь, которую мы перевели только что, будет ложиться на вот эту вот внешнюю. Поэтому я сначала обвожу то, что мы будем видеть, а потом нарисую припуски. Я нарисовала сейчас всю видимую форму нашей внешней детали аппликации. Но, как я уже и раньше говорила, она у нас будет заходить под вот эту вот предыдущую деталь аппликации. Поэтому мне нужно нарисовать припуски. Припуски мы всегда рисуем в стиле самой аппликации. Нельзя, допустим, нарисовать припуск вот в таком виде, потому что бифлекс, он, во-первых, объемный, а во-вторых, чуть-чуть прозрачный. И обязательно сквозь лежащую сверху аппликацию будет видна форма припуска. Поэтому таким образом мы не делаем никогда. Сейчас припуски я специально отмечаю пунктиром, чтобы было видно. Иногда мы можем упрощать форму аппликации. Допустим, здесь я могу не повторять оба хвостика, да? Сейчас я грубо отрезаю кальку с перерисованными деталями аппликации. Обратите внимание, я не вырезаю ее точно по контуру. Точно по контуру мы будем ее вырезать уже лежащей на ткани. Клеем временной фиксации я сбрызгиваю наши детали из кальки. Проверяю пальцами, достаточно ли клея на бумаге. Дело в том, что хвостики нужно приклеивать чуть лучше, потому что тонкие хвосты достаточно тяжело вырезаются, и желательно их приклеивать, чтобы они не отклеивались от кальки. Перебарщивать тоже нельзя, потому что тогда при снимании кальки ткань будет деформироваться. Я беру детали с кальки, прикладываю к отрезу ткани, приклеила. Сейчас грубо отрежу, чтобы было удобнее вырезать. И также я подготовила второй отрез
для вырезания детали. Теперь я беру аппликационные ножницы и аппликационными ножницами буду вырезать аккуратненько все эти детали. Вот что у нас получилось. При разработке шаблона я специально сделала вам несколько таких сложных мест. Я специально сделала вот такой вот тонкий хвост, чтобы вы могли посмотреть, как зигзаг работает на абсолютно тонких хвостах. Дело в том, что на бифлексе есть такой средний уровень остроты хвостиков, ниже которых не имеет смысла хвостик делать совсем, он не будет работать. И вот, собственно, на вот этом вот длинном, тонком хвостике вы сможете увидеть, насколько не работает такая тонкая аппликация. Ну, допустим, вот этот вот хвостик прекрасный, да, вот этот уже излишне тонкий. Мы сейчас ничего корректировать до пришивания не будем, чтобы потом уже на изготовленной аппликации посмотреть, какие хвостики хорошо работают, какие работают хуже. И та же самая история у нас есть и на бифлексе. Здесь, правда, я не делала прям таких излишне тонких хвостов. Но в любом случае здесь есть пару моментов, где я бы чуть-чуть сделала более широкий хвостик, если бы это было реальное изделие. Теперь, как и в прошлый раз, мы сбрызнем изнаночную сторону этих деталей клеем временной фиксации. Сейчас мы с вами, начиная работать с аппликацией, работаем только прозрачным методом. Чуть позже, когда уже будем работать с реальным изделием, мы изучим и бутербродный метод позиционирования аппликации. Вообще, аппликация с такими хвостиками я всегда предпочитаю делать именно бутербродным методом. И сейчас, работая с этими хвостиками прозрачным методом позиционирования, вы увидите, почему удобнее работать все-таки другим методом. Перед тем, как работать клеем, я проверяю, все ли хвостики у меня хорошо приклеились, не будет ли их сдувать аэрозолем. И достаточно хорошо сейчас пробрызгиваю хвостики клеем. Когда мы наносим клея больше, он высыхает, соответственно, несколько медленней. Сейчас нам нужно дождаться, когда клей высохнет, и после этого мы должны будем снять эти детали аппликации и положить уже на свое место на сетке. Но дело в чем, когда мы работаем с такими тонкими хвостиками, когда мы поднимем эту деталь, будем переворачивать, неизбежно какие-то хвосты посклеиваются с собой, с соседями, и потом у нас будут очень большие проблемы, чтобы их опять расклеить и положить уже на свои места. Для того, чтобы такого у нас не случилось, мы сделаем следующую хитрость. Сейчас я проверяю, высох ли у меня клей. Еще немножко, не совсем. Проверка простая. Если клей остается у вас на пальцах, значит, он еще не высох. Нужно подождать еще немножко. Такие длинные хвостики всегда лучше хорошо пробрызгивать клеем, лучше больше, чем меньше, потому что тонкие хвостики тяжелее всего пришивать. Как не надо брызгать, сейчас я вам покажу на отдельном кусочке газетки. Не надо брызгать вот так, чтобы была пена. Это уже излишне. Такое пятно высыхать будет крайне долго. Не очень хорошо, когда столько много клея у нас на ткани. Теперь я еще раз проверяю. Вот теперь у меня уже все детали аппликации высохли. И теперь, прежде чем их снимать, я какие-то сегменты хвостов вот так вот закрою кусочками кальки. Использование таких небольших кусочков кальки мне позволит удобно и аккуратно снять деталь аппликации с газеты,
она у меня не свернется, сама к себе не приклеится. И потом, убирая последовательно по одному сегменту кальки, я смогу точно спозиционировать деталь на сетке. Теперь, как и в прошлый раз, я буду за счет прозрачности сетки и подложенной под нее шаблона выкладывать аппликацию уже на сетку. Для того, чтобы у меня сетка не ездила относительно шаблона, я прикалываю ее булавочками. Сначала мы будем выкладывать деталь, которая лежит ниже. Это внешняя деталь аппликации. Вот видите, я сняла деталь с газеты. Теперь переворачиваю и аккуратненько сейчас постараюсь выложить ее так, чтобы она у меня более-менее попадала на контуры сразу. Мы помним, что на внутренней части этой детали у нас тут припуски, то есть она должна быть больше, чем аппликация снизу. Здесь идет смещение. Не боимся отклеить и поставить все-таки деталь на место. Сейчас я буду ориентироваться относительно вот этого уголка. Лучше выбирать какой-нибудь средний элемент детали и позиционировать все вокруг него. Расходясь из центра к краям. Удобно в руки взять что-нибудь типа вспарывателя, ножничек с длинными кончиками. Внешний элемент аппликации у нас позиционирован. Я его еще ручками прижимаю получше. И теперь перехожу к позиционированию внутреннего элемента аппликации. Здесь достаточно сложно прозрачным методом положить все точно, чтобы у нас все припуски попали на свои места. Поэтому я сначала очень внимательно проверяю, все ли у меня попало. Будем надеяться, что попало. А теперь потихонечку буду вынимать детали кальки, кусочки кальки. Стараюсь выложить все хвостики ровненько, чтобы направление у них было одинаковое. Очень некрасиво смотрится, когда мастер нарушает направление, изначально нарисованное направление хвостиков, потому что обычно мы их рисуем в каком-то определенном направлении, да, вкладывая некоторый смысл в движение рисунка. Вот видите, не знаю, насколько будет это видно на видео или нет, все припуски у нас очень четко видны. Если бы мы вырезали их некрасиво, П-образными припусками, то мы бы это все видели, и это производило бы не очень хорошее впечатление.
Ну вот у нас аппликация на данный момент спозиционирована. При работе с тонкими хвостиками очень важно эти хвостики аккуратненько проколоть. Потому что пока мы будем работать по пришиванию этой аппликации, а это, сразу предупреждаю, процесс долгий, я вообще немножко издеваюсь над своими учениками и всегда задаю им задачи сложные. Это задача для новичка, задача для того, чтобы перестать бояться хвостов. Она вам кажется сложной, почти невыполнимой, но ее необходимо сделать. После нее любой купальник вам покажется вполне нормальным. Ничего сложного и нереального здесь нет. Поэтому сейчас мы берем и старательно каждый хвостик прикалываем булавочкой. Сейчас я булавки возьму. При работе с хвостиками очень удобно пользоваться вот такими вот булавочками немецкого производителя Prim. Это булавки 35 на 0,4 мм. У них стеклянные головочки. И чем они принципиально хороши? Дело в том, что их иголочка настолько тонкая, что, во-первых, при прикалывании она не деформирует ткань. Давайте сравним на другом хвостике, допустим, с желтой булавкой, тоже компании Prim. Во-первых, красная булавка вкололась намного легко в ткань. И видите, здесь она поднимает ткань значительно меньше, чем это делает желтая булавка. Я ее выну и вколю все-таки тоненькую красную булавочку. Есть еще один нюанс. Дело в том, что когда мы будем шить, и если нам придется шить по булавочкам, когда иголка швейной машинки попадает в булавку, если это будет желтая булавка, толстая булавка, то игла в швейной машинке сломается. О такую тонкую булавочку игла швейной машинки не ломается, а сгибает эту булавку. Нам, по крайней мере, не обязательно прерывать строчку. Мы можем просто вынуть погнутую булавку и работать дальше. Обратите внимание, я булавочки вкалываю так, чтобы головка булавки была со стороны кончика хвостика. Так будет удобнее ее вынимать. Вот этот тонкий хвост, это, конечно, такое изощренное издевательство над учениками. Вот. Посмотрите, как она будет пришиваться. Это интересный опыт. Но сразу могу сказать, что такие хвостики на купальниках не работают. Это излишняя тонкость. Итак, перед нами уже полностью приколотая и готовая к пришиванию деталь. Последовательность пришивания не принципиально важна. Вы можете начинать либо с внешней детали, либо с внутренней. Я рекомендую сейчас, конкретно сейчас, вот пока вы набиваете руку, начать с более простой детали, с внутренней детали. Всегда значительно удобнее шить бифлекс по бифлексу, чем бифлекс по сетке. Особенно это касается хвостиков. Нам нужно сейчас научиться точно попадать в край детали, чтобы строчка не выходила за пределы стыка, и чтобы хвостики у нас проходились очень чисто и очень аккуратно. В прошлом уроке мы с вами выбрали настройки зигзага. На моей машинке это 2 на 1,8. У вас это могут быть другие настройки, которые нам с вами понравятся больше. Я буду шить, соответственно, с выбранными настройками. Первый прокол иглы у меня попадает точно в стык зеленой и голубой детали. Сейчас желательно не спешить, стараться сделать максимально точно. Так как у нас идет бифлекс по бифлексу, здесь нет необходимости слегка растягивать деталь, чтобы шов не стягивал аппликацию.
И обратите внимание, последние прям миллиметры хвостика я прохожу вручную. И последний прокол иглы у меня должен попасть точно в хвостик. Нельзя не дошивать хвостики до конца, иначе они у вас будут подниматься на растянутом изделии и топорщиться. Это очень некрасиво и создает неопрятное ощущение от работы. Я повернула. Следующий прокол иглы я тоже буду делать вручную. Причем я обязательно подправлю позиционирование иглы. Если вы это будете делать, нажимая на педаль, вы никогда точно с хвостиком не попадете, и хвостики будут неаккуратными. С внутренними углами все значительно проще. Видите, какой хвостик аккуратный получился? Прям приятно. Подходя к кончику хвостика, я убираю булавку, проверяю, что у меня все точно здесь позиционировано. Еще раз прижму пожестче пальчиком. И опять кончик хвостика я пришиваю вручную, проверяя позиционирование иглы. Повернули. Работаем дальше. Обратите внимание, конкретно этот хвостик у нас был очень длинным и очень тонким. И посмотрите, вот эта вот излишняя тонкость хвостика, она не очень работает. Да, мы пришили хвостик аккуратно, но форма хвоста, она все-таки получилась равномерное утоньшение, а потом идет достаточно такая равномерной ширины кончик. Он красиво работать не будет. Нам придется уже во время отбивки его упрощать и удлинять именно рисованием. Поэтому я считаю, что вот такие хвостики нужно просто купировать еще на стадии выкладывания аппликации. Видите, что слишком длинный и слишком тонкий? Подрежьте его немножко, чтобы окончание хвостика было хотя бы вот таким. Итак, первый сегмент аппликации мы с вами выполнили. Ошибка у меня получилась только вот на вот этом хвостике. Видите, здесь у меня нитка вышла за пределы хвостика. Во всех остальных местах все получилось достаточно чисто. На бифлексе, когда у нас выходит так нитка за пределы хвостика, это в принципе небольшая проблема. Мы потом, когда будем уже делать черную отбивку контуров, мы это, конечно, закрасим. Если мы сделаем так на сетке, это будет уже технологическая некоторая проблема, потому что сетка более мягкая и строчка будет подтягивать сетку. Здесь будет такой залом сетки. И в дальнейшем при эксплуатации изделия, когда изделие будет растягиваться, здесь, скорее всего, появится дырочка небольшая. Я попробую сделать такую же ошибку на одном из хвостиков на голубой детали, чтобы вы посмотрели, как не надо делать. Ну и, соответственно, сейчас уже работаем по голубой детали. Теперь уже голубой ниточкой я продолжаю работу с аппликацией уже с внешней деталью. Здесь у нас ответственность выше, потому что здесь у нас идет стык бифлекса с сеткой. Поэтому очень аккуратненько. Не стоит сильно заходить в сторону сетки, потому что если вы будете заходить в сторону сетки, сетку будет подтягивать и аппликация будет очень стянутая. Для того, чтобы аппликацию вообще не стягивала, нужно чуть-чуть вот так пальчиками создавать напряжение швейной машинки для продвижения ткани. Видите, я слегка подрастягиваю ткань. Не вот так шью, а вот натянуто. Здесь я булавку буду вынимать уже практически из-под лапки.
Кончик я прохожу, поворачивая колесо швейной машинки уже вручную. И точно стараюсь позиционировать иглу. Обратите внимание, видите, что у нас произошло с тонким хвостиком? Хвостик был тонкий, мы его пришили, но из-за того, что он такой тонкий, нитка его искривила. То есть получается, что такие тонкие хвостики делать не нужно, потому что это вредит. Аппликация становится менее аккуратной. Этот хвостик надо было обрезать вот где-то на этом уровне. И тогда бы у нас все получилось красиво и чисто. Этот хвостик такой же длинный и тонкий. И еще есть один такой момент, когда мы делаем тонкие и длинные хвосты, в один прекрасный момент оказывается, что вот эти вот зонные лапки уже не прижимают бифлекс. Получается, что лапка чуть-чуть держится на кончике хвостика, а именно механизм продвижения ткани уже не получает достаточного прижима ткани, он вот здесь вот, да? То есть лапка стоит чуть выше. И получается, что хвостик буксует практически на месте. Для таких целей я сейчас возьму визиточку и буду шить этот хвостик с визиткой. Вы увидите, что продвижение ткани проходит более стабильно. Я положила визиточку под лапку, слегка прижимая ткань. Но визитка не попадает под строчку, конечно. Кончик все равно прохожусь вручную, поворачивая колесо. Вот обратите, у нас хвостик получился чуть-чуть чище, чем предыдущий. Но прям самый кончик я, конечно, здесь не пришила. Он вот болтыхается, и его нужно будет потом подрезать, видите? Ну, такой тонкий хвостик и не нужен, как мы увидели с вами на предыдущем примере. Вот видите, самый кончик хвостика у меня здесь оказался не очень приклеенным, и он поднимается. Пришивать его до конца уже смысла никакого нет, потому что он лег уже все равно с искажением, да, нитка его сдвинула. Если мы его будем пришивать до конца, потом придется очень стараться исправить недостаток аппликации уже черной отбивкой. Поэтому я сейчас его не буду до конца пришивать, я лучше его срежу потом, когда уже закончу работу с аппликацией. Так, вот мы и подошли к самому тонкому длинному хвосту. Такой хвостик без визитки пришить аккуратно почти невозможно, поэтому я все-таки воспользуюсь помощью визиточки.
Ну вот смотрите, даже несмотря на то, что я шила хвостик с визиточкой, его чуть-чуть волнит. Здесь можно было увеличить чуть-чуть шаг зигзага, было бы, наверное, чуть аккуратнее. Но, в принципе, я могу сказать, что для такого тонкого и длинного хвоста у меня получилось очень прилично. Даже не ожидала, что так получится. Но это излишне. Так делать не стоит на изделиях. Вот конкретно на этом хвостике я сейчас сделаю выход за пределы бифлекса, чтобы показать вам, что бывает в результате. Теперь давайте посмотрим на полностью выполненный образец и проанализируем отдельные его места. Вот здесь, вот, допустим, на зеленой детали мы видим то, что направление хвостика ушло от достаточно прямого, я его увела слегка в бок. На самом деле это не очень хорошо, потому что если у нас, допустим, идея, что это ветер развивает какие-то хвостики, да, у нас направление, уходящее в сторону, будет ломать общее направление аппликации. Это придется уже на уровне черной отбивки выправлять, заходя на зону зеленого черным контуром. Давайте теперь посмотрим внимательно на внешний контур аппликации. Здесь мы с вами уже разбирали. Эта деталь хвостика желательно, чтобы не была такой длинной, потому что ее искривляет сама нитка. Ее надо было подрезать вот на этот уровень. Здесь у нас получилось аккуратно пришить, но вот видите, хвостик торчит. Когда купальник будет натянут на девочке, эти хвосты будут торчать. Поэтому после того, как мы пришили аппликацию с длинными хвостиками, имеет смысл просмотреть, какие из них торчат, и их таким вот образом подрезать. Видите, здесь такая же ситуация. Здесь у нас этот хвостик во время пришивания вообще убежал в сторону, и мы решили его не дошивать до конца. Здесь пришито до конца. Вот этот вот длинный хвост, вы видите, он выглядит уже достаточно неаккуратно. Его разволнила строчка, даже несмотря на то, что мы выполняли шов с помощью визитки. Здесь у нас все более-менее хорошо. Этот хвостик тоже излишне длинный, его следовало купировать на вот этом уровне. Здесь у нас тоже кончик чуть-чуть торчит, его надо подрезать. Желательно просто делать такие хвостики, ну, вот как вот этот, да, то есть его есть возможность дошить до конца без искажения. Вот он у нас хорошо, аккуратно и получился. Здесь тоже хвостик длинноват. Этот тем более длинноватый, еще не до конца пришит. Здесь получилось у нас все вполне хорошо. А здесь, несмотря на то, что шов не вышел за пределы хвостика, получилось, что сетка чуть-чуть стянута. Видите, здесь такой бугорок. На самом деле на кончике хвостика лучше ткань чуть-чуть подрастягивать, чтобы не получалось вот таких напряжений. Видите, когда я растягиваю, у нас деформируется сильно сетка относительно хвостика. Следующий хвостик у нас нормальный, только чуть-чуть. Прям кончик его торчит. Мы его тоже срежем. Здесь тоже у нас есть торчащий хвостик. На следующем хвостике я вам еще показываю, что делать очень узкий внутренний угол бессмысленно, потому что, видите, он практически схлопнулся, да? То есть имело смысл довести, допустим, внутренний угол до этого уровня, а здесь уже не делать разрез.
И еще показываю, что вот такие маленькие коротенькие хвостики тоже не имеют смысла. Они издали не работают. Если мы отнесем этот образец на несколько метров от себя, мы увидим, что здесь просто грязный внутренний угол. Мы не будем читать этот маленький хвостик как отдельный элемент. Здесь у нас нормальный хвостик прошел, но здесь у нас мы вышли строчкой за пределы хвостика. Видите, тоже при растяжении идет очень сильная деформация. У меня, в принципе, очень хорошо настроенная швейная машинка, и она почти не стягивает аппликацию. Поэтому мы здесь сильной деформации вот этого конкретного места не видим. А зачастую на швейных машинках получается, что вот здесь вот так вот прям зажевывает аппликацию, стягивает ее. И когда мы видим такое стягивание, вот в мастерской, если я такое вижу, что мастер какой-нибудь сделал, я заставляю распороть аппликацию и переделать, потому что это потенциальные дырки на изделии. Здесь у нас хорошо прошелся хвостик, только чуть-чуть длинноват, его тоже желательно подрезать. Видите, даже когда я эти хвостики срезаю, у нас внешний вид детали практически не меняются. Они остаются такими же остренькими и красивыми. Ну вот, собственно, наша готовая аппликация. Нужно обрезать ниточки. Вообще в процессе работы рекомендую сразу чистить изделие, чтобы у нас оно не получалось таким махровым и бородатым. Вот. Жду от вас фотографии выполненной работы.